Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Мира вам и добра! По многочисленным просьбам делаем сегодня агрогороскоп посадки лука и чеснока для получения луковицы, крупной луковицы в марте 2023 года. Время киевское. Сразу же хочу сказать, что я провела очень такое тщательное исследование по периодам для посадки лука и чеснока. Кстати, здесь и входит посев семян лука для получения в один сезон очень хорошего урожая лука. И яровой чеснок. Вот, пожалуйста, давайте мы рассмотрим первый период. И первый период касается именно 2 дней, 11 и 12 марта. Но здесь и по энергиям Луны, и по энергиям Солнца, а также по энергиям Накшатры, Свати и Вишакха нам даются вот такие энергии, которые мы можем использовать для посадки лука и чеснока не для очень длительного хранения. Почему? Во-первых, Луна находится в знаке Скорпион. Это стихия воды. Скорпион – плодовитый знак, но это стихия воды. И это прекрасное время, третья как раз фаза, и для корнеплодных отлично, но храниться не будет. И Солнце в этот период находится вот эти 2 дня с 22 по 23 градус Рыб. Снова же увлажнение и снова же недолгое хранение. Но и это еще не все. У нас еще есть 2 накшатры. Вот эти накшатры Свати и Вишакха. Эти накшатры, к сожалению, дают тоже энергию, которая будет недолговечной, то есть временная возможность использовать вот плоды этого дела. И любая деятельность, которая, в данном случае вот Юпитер с Накшатрой, Вишакра, дает возможность провести любую деятельность, требующую управленческих способностей, управлять, вот в данном случае посевом, посадкой, именно ростом этих растений. И вы можете это использовать для того, чтобы получить хороший урожай. Но, к сожалению, нельзя вот благодаря вот этим энергиям стихии воды, и Солнце, и Луна в стихии воды, не даст нам возможности использовать для того, чтобы вот этот урожай долго хранился. Это недолговечное хранение. Зато есть еще один период. Вот, кстати, это можно сделать так. Посадил, использовал в короткий период, там месяц-два, и завершил. А вот следующий посев частями я вот делаю такие иногда посевы и посадки для того, чтобы периоды разные иметь продукцию. Поэтому вот смотрите, супер, это просто супер период в Козероге, убывающая Луна. Солнце в завершающих градусах Рыб. Здесь энергии уже мало, готовится к переходу Солнца в другой знак. И Козерог, убывающая Луна, это у нас уже начало 4-й фазы, глубокая убывающая Луна. И в этот период, смотрите, я его сейчас назову, но хочу сказать, что 3 накшатры, 3 созвездия тоже будут работать для того, чтобы мы получили хороший результат. Причем не просто хороший результат, но и эти плоды труда должны храниться нужное количество времени для того, чтобы мы могли ими пользоваться. И вот эти даты 15 марта после 16 часов начинается и до конца суток, 16 марта все 24 часа и 17 марта с 0 часов и до 15 часов. Пожалуйста, завершите посевы и посадки, посевы семян лука или репки, а также посадки чеснока для того, чтобы получить хорошую луковицу. Вот такой у нас агрогороскоп для дела, вернее не а для того, чтобы получить хороший урожай лука, не зеленой массы, а именно луковиц. А то, что вы меня спрашиваете, я вам расскажу в следующих выпусках, в одном из следующих, именно энергия Тельца сразу же после рождения Луны. Там очень много энергии, очень такой сильной, быстрой, которая дает возможность шикарный урожай получать над землей, но не в земле. Поэтому, пожалуйста, подготовьтесь, приготовьте заранее и выполните важную задачу по посеву семян лука на рассаду, а также по посадке лука и чеснока ярового в открытый грунт для получения
раннего и хорошего урожая, не только раннего, но и урожая для хранения. Наше видео уже завершается. Его подготовили Раиса Греченко, Александр Волик. Прощаемся с вами всего-навсего до следующего видео. Желаем вам здравия, желаем вам удачных посевов и дружных всходов, і хорошого урожаю лука і чеснока. Пока-пока. Вітаємо вас на каналі Раїса Горіченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра. Сьогодні ми відповідаємо на запитання багатьох наших глядачів, підписників про те, який час вибрати для посадки цибулі та чеснику ярового і для посіву насіння цибулі на розсаду в березні 2023 року. Розрахунки за київським часом. До речі, хочу сказати, що розсада цибулі потребує уваги в розсаді, те, що ви насіння будете сіяти, 35-40 днів. Так що якраз ці періоди, які ми будемо розглядати, вони вам будуть в допомогу для того, щоб ми могли вибрати цей гарний час, і ми зараз з вами його знайдемо. Отож, почнемо розглядати ці важливі періоди. Перший період, він нам свідчить про те, що це можна вирощувати, це третя, до речі, фаза місяця. І тут, подивіться, спадаючий місяць в Скорпіоні, знак стихії води, а сонце теж буде в знаці риби, в 22 та 23 градус знаку риби. І накшатри, в яких буде знаходитись місяць, теж свідчать про те, що цей врожай не буде довго зберігатися. Тому 11 березня ми можемо починати посів чи посадку насіння цибулі або висаджувати яровий чесник з 4 години ранку до кінця доби та 12 березня всі 24 години. Але я зразу ж попереджую і ще раз говорю, що цей урожай буде гарний, але він не буде довго зберігатися. Тому давайте розглянемо ще один період, дуже важливий період, коли можна і посіяти насіння цибулі, і посадити малесеньку цю цибулинку та яровий чесник, і отримати гарний врожай, який буде зберігатися. Це дуже гарний час. Дивіться, спадаючий місяць, 4 фаза, Козиріг, починається тільки 4 фаза, прекрасно. Сонце в завершаючим, майже завершається проходження сонця по знакам, по градусам, верніше. І ці градуси у нас від 25 по 27. І у нас накшатри сузір'я дуже гарні, які дають гарний результат і теж нам допомагають. Тут і сузір'я із Кету, сузір'я з Венери та Сонця дають нам можливість використати оцей час для того, щоб отримати врожай. По-перше, отримати гарний врожай, по-друге, цей врожай буде гарно зберігатися. Тепер записуємо дати. 15 березня, 16 години починається цей сприятливий час посівів, посадок до кінця доби. 16 березня всі 24 години, 17 березня з 0 годин і до 15 години дня. Я його зараз вам весь агрогороскоп покажу. Так, він невеликий, але можна частину для того, щоб використовувати ранню продукцію, можна посадити в Скорпіоні, а ту продукцію, яку ви збираєтеся використовувати уже для зберігання, ото можна вже в Козирозі посадити і в цих гарних уже енергіях цих планет, в яких знаходяться ці чарівні накшатри. Час відео добігає кінця. Його підготували Раїса Горіченко та Олександр Волік. Бажаємо вам успіхів, гарних сходів при посіві та й при посадці теж ваших рослинок. І до нових зустрічей на нашому каналі. Бувайте здорові, на все добре!